Обещание исполнено. Индия вступает в войну. Первый удар уже нанесен. Что происходит? Атака с севера. Войска стянуты к границе. Армия в полной боеготовности и ждет приказа командования. Провал разведки. Хитрый ход не сработал. Как теперь восстановить связь на фронте, если даже предатели отказываются сотрудничать? США таки удалось? Конфликт близится к завершению, и сделка почти подписана? Или начинается новая, более жесткая фаза войны? Досмотрите, все объясним. Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 9 февраля. Спасибо, что вы с нами. Самое важное – найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков. В эфире «Нехта». Начинаем. Бить по складам или по проводам – ложный выбор. Владимир Зеленский заявил, что Украина в принципе не должна выбирать между военными целями России и ее энергетикой. Аргумент прямой – деньги от продажи энергоресурсов Москва превращает в оружие. Значит, это тоже часть военной машины. Що робить Україна? На енергетичні атаки б'є по їх енергетиці. Вони не можуть жити зі світлом, в кайфі, в спокою, коли ми живемо, мерзнемо і, чесно кажучи, тільки втрачаємо. Вони отримують відповідь. Чи завдаємо ми дзеркальної відповіді? Ні, у нас не вистачає такого ресурсу, який є у них. Президент Украины также объяснил логику российских ударов по украинской энергетике. По его словам, когда не удается сломать военных, то бьют вглубь страны, чтобы давить на гражданских. Цель – хаос и давление на общество, чтобы ослабить армию через тыл. И посыл жесткий – война идет не только на линии фронта, и инфраструктура в этой логике тоже поле боя. Армия в состоянии повышенной боеготовности. Северная граница снова под напряжением. Украина усилила боеготовность из-за активности белорусских войск. Издание Forbes пишет о масштабной проверке армии Беларуси. Военные отрабатывают применение дронов и средств радиоэлектронной борьбы. К маневрам привлекают резервистов. Проверка, по заявлениям Минска, продлится до весны. И это держит украинское командование в режиме постоянного контроля. Тревогу вызывает и инфраструктура у границы. Новые военные объекты, полигоны, контрольные пункты. Киев считает ситуацию опасной и напоминает, Беларусь остается зависимой от России и может использоваться как плацдарм. При том, что ее войска формально не воюют, территория уже служит логистической базой для сил РФ. Осуществлена проверка готовности одного из подразделений. Вручено боевое распоряжение командиру бригады на последующие действия. Заслушаны основные элементы замысла решения командира бригады по порядку действий остальных подразделений. Украинские подразделения и пограничники мониторят каждое движение и готовятся к любому сценарию. Вопрос один – это демонстрация силы или подготовка к новой фазе давления с севера. Переговорный фон, который создает Москва для трехсторонних встреч в Абу-Даби, выражается даже не в десятках дронов, которые летят в Украину. За 7 дней Россия запустила по Украине более 2000 ударных беспилотников, плюс 1200 кабов, это управляемые авиабомбы, и 116 ракет. Удары, по словам президента Украины, почти ежедневные. Бьют по энергетике, логистике, жилым домам, и все это параллельно с разговорами о мире. Зеленский подчеркивает, когда мир не отвечает, атак становится больше, и они становятся жестче. Его посыл прямой: остановить это можно только усилением обороны Украины. Нужны ракеты для ПВО и больше оружия для военных, которые держат фронт каждый день. Энергетика вместо союза, обещания вместо логики. Премьер-министр Венгрии заявил, что Украина подрывает интересы страны, добиваясь, по его словам, отключения Будапешта от дешевых российских энергоресурсов. Виктор Орбан говорит, тот, кто действует так, не оппонент, а враг Венгрии. И это уже выходит за рамки обычной предвыборной риторики. Но самый интересный момент в том, как венгерский премьер аргументировал то, что Украину не надо брать в НАТО и ЕС. Мол, потому что они и так рядом. Поэтому нам нужно выработать такую форму сотрудничества с украинцами, которая будет хороша для них и для нас, а не такую, которая хороша для них, но разрушает нас. Я готов согласиться на это как на стратегическое партнерство, но не на членство. Это совсем другая тема. А вот как мы будем торговать, как будут поэтапно и спокойно осуществляться инвестиции, без создания обязательств, которые втянули бы нас в войну вместе с ними против России, вот так делать нельзя.
Позиция Виктора Орбана остается прежней: сотрудничество – да, интеграция в западные структуры – нет. Фактически он снова связал вопрос расширения ЕС и НАТО с энергетическими и национальными интересами Венгрии, переводя геополитику в плоскость торговли с Москвой. Запал стихает, но надолго ли? Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана заключить с США надежное соглашение по обогащению урана. По данным The Times of Israel, условия вроде как простые: взаимное уважение и справедливость. При этом Иран настаивает: обогащение – его неотъемлемое право, и процесс будет продолжаться параллельно с дипломатией. Исламская республика Иран доказывает, что не получает приказов ни от кого и не принимает чье-то господство. Если есть какие-то вопросы или неясности относительно целей мирной ядерной программы Ирана, мы ответим, устраним неясности, и единственный путь — дипломатия. Они пробовали другие способы, но это не сработало. Они бомбили наши объекты, но желаемого результата не добились. Знания нельзя уничтожить бомбами, технологию нельзя уничтожить. Аракчи добавил, что возможные договоренности должны строиться на доверии и взаимных интересах, и подчеркнул, удары по ядерным объектам не лишили страну технической возможности продолжать обогащение. Ранее сообщалось о планах переговоров США и Ирана по ядерной программе, обсуждался Стамбул, затем Тегеран предложил перенести площадку в Оман. Вопрос теперь один: это окно для сделки или только новый раунд жесткого торга? Деньги за предательство. По словам советника Минобороны Украины Сергея Бескреснова, российские силы пытаются найти украинцев, которые согласятся зарегистрировать терминалы Starlink через Центр предоставления административных услуг. Цель – легализовать их использование на оккупированных территориях и на фронте. Для противника Starlink настолько важен, что они развернули целую сеть поиска предателей. Но предатели особо не спешат, и предложения уже доходят до 10 тысяч гривен. Номера терминалов можно сопоставить с данными регистрации, и те, кто пойдет на это, рискуют получить до 15 лет или пожизненное заключение, если через такой терминал будут координироваться действия, приведшие к гибели людей. Ранее он сообщал, что на отдельных участках фронта атаки россиян срывались именно из-за отключения Starlink. Сейчас, по его словам, противник ищет обходные пути. Вопрос уже не технический, а уголовный. Теперь фильмы для взрослых в России можно будет смотреть только с детьми, если такую идею таки одобрят. То есть нет у тебя детей, нечего смотреть всякие глупости. Если они им не занимаются, но, видимо, есть какие-то суррогаты. Мы даже знаем, как эти суррогаты называются. Это сайты для взрослых. Может быть, я не знаю, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети. Потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Аргумент строится на том, что снижение сексуальной активности якобы бьет по демографии. По данным исследования Гидеон Рихтер, среди россиян 18-23 лет около 22% не живут половой жизнью, а в группе 24-45 лет 54% называют причиной отсутствия влечения. Индия начинает исполнять обещания. Береговая охрана задержала в Аравийском море примерно в 100 милях от Мумбаи сразу 3 нефтяных танкера российского теневого флота. Все они ранее фигурировали в санкционных списках США за перевозку иранской нефти. Сейчас их конвоируют в Мумбаи для расследования. По данным наблюдения и анализа трафика, суда использовали схему ship-to-ship, перевалку нефти в открытом море, чтобы скрыть происхождение сырья и обойти ограничения. Такие операции позволяют смешивать дешевую нефти с конфликтных зон и запутывать цепочки поставок. Профильные трекеры связывают их с теневым флотом, который работает в непрозрачной логистике. Незаконно. США уже вводили санкции за подобные схемы, включая посредников и подделку документов. Теперь индийская сторона фактически вскрыла один из маршрутов обхода. Вопрос в том, станет ли это точечной историей или началом более широкого удара по серым нефтяным потокам. Европа готовится выключить соцсети, правда, только для детей. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что поддерживает запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. Он ссылается на мнение экспертов, мол, влияние на психику и развитие они называют крайне вредным.
Вот я читаю, например, что Франция хочет запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет. А что делает наше правительство? Что говорят эксперты? Поэтому я приглашаю их на чешское телевидение, а не только все время о Бабише, чтобы мы могли разобраться. Я за это, потому что эксперты, которых я знаю, говорят, что это чрезвычайно вредно для детей. Чрезвычайно вредно. Мы должны защищать наших детей. Похожие меры обсуждают Испания, Греция, Британия и Франция. А Австралия, к примеру, уже стала первой страной, где доступ к платформам закрыли для подростков до 16 лет. Правительство Чехии серьезно рассматривает законопроект, и его могут внести уже в этом году. Тема шире одной страны. Государство все чаще смотрит на экранное время детей как на фактор риска для психики и развития. Теперь они могут не просто следить за тем, что ты делаешь в сети, а сразу выключить тебе эту сеть. Сделать это просто, по щелчку. В России ФСБ могут дать право массово отключать интернет и телефоны. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии. Еще 27 января Госдума одобрила поправки, которые позволяют спецслужбе требовать немедленного прекращения услуг связи из-за угроз безопасности. Операторы обязаны подчиниться сразу и не будут отвечать за сбои. Формулировки широкие. Под коммуникации попадает все: звонки, сообщения, интернет-трафик. Фактически это дает силовикам прямой рычаг управления информационным пространством. Британская сторона считает это частью курса на ужесточение контроля после начала войны. Также указывается, что Россия помогает распространять технологии интернет-цензуры за рубеж. Расследования показывают, что Россия помогла Ирану создать одну из самых современных систем контроля за интернетом, которая базируется на глубокой инспекции пакетов и способна ограничивать работу приложений и отслеживать организаторов протестов в режиме реального времени. Вектор понятен: меньше свободной связи, больше ручного управления. А я напомню, что мы приготовили решение специально для того, чтобы вы всегда оставались на связи безопасно и анонимно. Мы разработали свой VPN и приглашаем вас им пользоваться. А в прошлом выпуске мы говорили о том, что Россия буквально выключается целыми регионами, пока в Украине жители фактически собрали ядерный реактор. Президент срочно отправляет военных навести порядок, а ФСБ обнародовала невероятные детали покушения на генерала разведки. Молниеносная реакция, экстрадиция и задержание. Но в версии ФСБ что-то явно не сходится. И смертельная эпидемия, которая снова может расползтись на весь мир. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.